Добрый день, друзья! Сегодня готовим мягкую ароматную медовую ковришку. Начнем приготовление с теста. В миске соединяем 100 грамм сахара, 2 яйца, 4 столовые ложки меда, 125 грамм сливочного масла и добавляем специи по своему вкусу. Я обычно кладу молотую корицу и мускатный орех. Также всыпаем чайную ложку соды. Соду не гасим. Ставим миску на кастрюлю с водой. Вода не должна касаться дна миски. И на водяной бане, постоянно помешивая, доводим ингредиенты до жидкого и однородного состояния. Масло и сахар должны полностью раствориться. Самым главным ингредиентом медовой ковришки, конечно же, является мед. Берите тот, в качестве которого вы уверены. Теперь снимаем миску с водяной бани и начинаем постепенно добавлять муку. Здесь у меня 450 грамм муки, но ушло 430. Тесто не должно быть забито мукой, поэтому я и рекомендую вводить ее в тесто частями. Замешиваем его сначала ложкой, а когда оно станет более густым и не горячим, переходим работать на стол. Выпечку с добавлением меда я готовлю часто и очень рекомендую вам попробовать булочки с медовой глазурью. Насколько они ароматные, не передать словами. Они получаются супер воздушными, пушистыми и очень-очень вкусными. Я уверена, что этот рецепт будет самым любимым в вашей кулинарной книге. Оставлю ссылку в описании под видео. Итак, высыпаем часть муки на стол и кладем тесто. С ним очень приятно работать. Оно мягкое, теплое и очень ароматное. А ты уже поставил лайк? Как только тесто перестает прилипать к рукам, значит оно готово. Придаем ему овальную форму и делим на две равные части. Они у меня получились по 390 грамм. Округляем каждую часть, слегка приплющиваем и кладем в пакеты. Отправляем в холодильник для охлаждения на полчаса. Но такое медовое тесто можно сделать и накануне, а работать уже с ним на следующий день. Через полчаса берем бумагу для выпечки, слегка присыпаем ее мукой и кладем охлажденное тесто. Раскатываем его прямо на бумаге. Вначале будет немного трудно, так как тесто затвердело, но вот такими движениями мы его расплющиваем с помощью скалки, оно согревается и далее легко раскатывается. Толщина пласта должна быть не менее 3 мм. Раскатанное тесто переносим на противень и смазываем его любым джемом или вареньем. У меня сегодня густое абрикосовое варенье. Его нужно 5 столовых ложек. На мой взгляд, идеально сочетается с медовым тестом либо абрикосовое варенье, либо яблочное повидло. Промазываем таким образом, чтобы края остались свободными. И теперь первый пласт теста накрываем вторым. Обрезаем края и делаем ковришку ровной прямоугольной формой. Но есть еще и второй вариант. Не обрезать края, а завернуть тесто первого пласта на второй и сделать рифленый рисунок с помощью вилки. Кому как нравится больше, а я края обрезаю. А из остатков теста вырезаю вместе с детьми с помощью различных вырубок вот такие фигурки, которые затем можно украсить разноцветной глазурью. Теперь ковришку накалываем вилкой, чтобы тесто не вздувалось во время выпечки. Все, ставим медовую ковришку выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. А пока приготовим сахарный сироп. В сотейник всыпаем 2 столовые ложки сахара, вливаем 4 столовые ложки воды и, помешивая, варим сироп до полного растворения сахара.
Тем временем готова и наша ковришка. Сразу горячую обмазываем ее сиропом и даем полностью остыть. А затем разрезаем на порционные кусочки. Мягкое медовое тесто буквально тает во рту, а запах его невозможно передать словами. Медовый и одновременно пряный аромат. А в вашем детстве мама пекла такое лакомство? Похожа ли моя ковришка на вашу? Если понравился мой вариант приготовления, поставьте пальчик вверх, делитесь рецептом с друзьями и подписывайтесь на мой канал. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».